Доброе утро всем. Оно действительно доброе, потому что солнце, Хорватия. И утром мы готовим оладьи. У нас все есть для этого. Есть сметанка, есть кефир, который я уже налила. Положила яички. Сейчас осталось добавить муку, немножко соды. И пойдем жарить оладьи. Завтракайте вместе с нами, путешествуйте вместе с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь, мы будем рады. Тесто готово. И сейчас пойдем жарить вот на нашу печечку. Владимир принимает солнечные ванны. На завтрак будут оладушки. Оладушки, приготовленные на улице. Такое солнечное утро доброе. Жарить их одно удовольствие. Красота. Конечно, мы еще только проснулись и сразу за завтрак еще не особо привели себя в порядок. Но красота. Вот, пусть жарятся. Быстро собрались. Вот бутылки еще там под низом лежат. Да он еще, Рома, в тапок тебе Глянь, обувь Рома. положил. Это что, сгорело? Посидела, повязала просто. Так я говорю, мы еще на море не были. А уже сгорело. Не, ну не сгорела, ну красная, да. Ну все, капец. На море можно не ехать. Нетушки, поехали на... Так, уезжаем. Стояли вот рядом с таким домиком. Здесь есть места. Стоимость 30 евро. Есть душ, туалет. Возможность слить кассету туалета. Вот, возможность заправить серой водой. Стоянка выглядит примерно вот так. Просто в поле. Красота. Трансфер до озер нам обошелся в 20 евро. Хозяин отвез на своей машине, и вечером мы ему позвонили, он забрал. Теперь едем к морю. Большая пробка из-за дорожных работ. Двигаемся дальше. Вот, ремонтируют дороги. Даже в таких отдаленных местах. Техника стоит. А мы едем. В ту сторону дороги ремонтируют, а в этом направлении открыто. Воняет асфальтом. Все, конец дорожных работ. Поехали дальше. Начались серпантины. Едем вниз, 10% склон. На пониженной передаче все равно разгоняется 8,5. Преимущество автодома в том, что можно свободно, легко переехать. Постоял в одном месте, вот мы побыли в одном месте, и теперь по таким дивным пейзажам двигаемся к морю. Без автодома это все сложнее. Так сорвались и поехали. Кровати, туалет, душ всегда с собой. Комфортно, удобно, красиво. Остановились, увидев маленький такой павильончик продуктовый. Решили посмотреть, что здесь есть, что почем. Мед вижу. Сыры разные. Это все фермерское. Можно взять, попробовать. Копченый попробуем, Таша. Копченый Пикантный. прям вообще класс. Сейчас попробуем сыр. Копченый, натуральный, острый и чеснок. Тут имate так ракия шливовица. Надо узнать, что почем. Ледовуха. Островатый сыр. И даже на стоечке продают. Ракия. Сейчас посмотрим, может быть, что-то возьмем. На гостиниц предлагают медовуху Вино ежевика. и ежевичное вино. Sve sami. Sve sami. Наташа тут дегустирует вино. Берут сыр. Вино. Одна бутылочка 20 евро и 25. И По одну де- кружку по с 10 собой, одну мед. ладику. И сыр, Да? И 2 грушки. и сыр 15 евро. Вот такая половинка. Здесь примерно полкилограмма.
Сыр вкусный. Вино не пробовала. Можно мед спробовать. Короче, заехали мы, по дороге встретился нам магазинчик, отмечен как сырная лавка. Собственное производство, делают сыры, всякие наливки, ликерчики, мед. Подошли, все можно продегустировать, кусочки сыров разных всяких. Есть копченый, есть с пряностями, с чесноком обычный. Все, пробуйте, ликерчик уже напробовался. Вот. Очень вкусно все. Взяли вот такой сыр из 4 частей, состоит 4 разных видов. Молоко смешанное, овечье и и коровье. Взяли вот такой копченый сыр. Ну, это вот такое. Да, отдельно. Попробовали все напитки, которые у них там... Ой, шелещу пакетом. Попробовали все напитки, которые у них там были. Очень вкусная, как это, господи, ягода. Ежевика. Короче, ежевичное вино. Очень вкусное, это дамам взяли. Грушевка. Дамы бахнут. И попробовали грушевку. Одну Владику, одну нам с Виктором Владимировичем раздавим. Очень приятная на вкус. Прям конкретный такой вкус груши. Как она говорит, все натуральное. Они уже 26 лет занимаются. Есть все лицензии и так далее и тому подобное. И бонус. И бонус, да, Вот. так как мы скупились много, там еще много сортов меда, она говорит, попробуйте, вот выберите любой мед, как бы в подарок. Ну, короче, еще презентовали мед из шалфея в подарок. Да, а еще. если купить, такая баночка меда стоит 10 евро. Здесь 450 граммов. Как-то так. Поехали дальше. Вот. Как будем пробовать грушеваху эту, запишем видео еще. До встречи. Короче, едем, солнышко, и раз что-то белое, а это полоса дождя. И так он конкретно поливать. О, сейчас и у нас начал поливать, прям в прямом эфире. И там все пригорки белые из-за дождя. Я думала, туман. Хотя небо не сильно облачное, небо достаточно ясное. Сейчас поедем. Грибной дождь, сейчас пойдем собирать грибы. Витя, останавливайся. Какой интересный туннель в горах. Буквально чуть-чуть, но вырубанный. Заехали в город Оточач, как он так Шач. называется, Отошач, не знаю. Непонятно. Чтобы закупиться, тут где-то Lidl по дороге. Закупимся и на море. Да. Заехали в магазин, в Lidl. Цены в сравнении с ценами в Гамбурге примерно такие же, плюс-минус. Где-то дешевле, где-то дороже. Например, вырезка свиная чуть дешевле, чем у нас, мороженое немножко дешевле, но на другие товары, например, есть что-то такое же или чуть дороже. Ну, в среднем нормальное, приемлемые. Пошел дождь на горячий асфальт, и асфальт прям конкретно парит. Не знаю, на видео будет видно или нет, но прям пар идет от асфальта. Красиво. Вот уже мы на Адриатике. Красота. Едем по побережью, держим путь на остров Крка. По дороге заехали на винодельню. Посмотрим, что тут дают. Какое вино. А вдруг тут дегустация будет? Сейчас надегустируемся. Но ты нет, а мы можем позволить себе. Посмотрим. Для декора стоят такие бочечки красивые. Люди на улице сидят, вино дегустируют. О, в красивых бокалах. Сейчас посмотрим, что почем здесь. Интересно, здесь только магазин винный или на винодельню экскурсия есть? Зашли в одни двери. Нам предложили дегустацию. За каждого человека 25 евро. Рома хотел согласиться. Я говорю, я не хочу дегустировать. Попить прям, не подегустировать. А потом мы... Я за рулем, получается, только на двоих, потому... Да, и мы сказали, что мы хотим просто купить бутылочку вина, и нас направили в другие двери. Идем туда. О, бочки какие, вино. Перед нами молодой виноград растет. Здесь свои виноградники, своя винодельня, бочки большие.
тара какая-то, как их назвать, цистерны с вином. И фасовочный материал вот сзади нас тоже. Ну, идемте в магазин посмотрим. В общем, этот магазин при виноградниках. Сами выращивают, сами делают вино и продают. Пойдем. О, выбор большой. Ой, красиво. Пойдемте вместе. И к вину заодно есть и печенье, и конфетки, и орешки, пробки. Я бы взяла. Гляньте, какие. С удовольствием на поделке. Я давно хотела сделать столик из пробок. Но, наверное, мне не дадут. И вот тут же пустая тара и ящички, смотрите. Надо сказать, в Баумаркте ящички подешевле. 7,55 один ящичек вот такой. Красивый, симпатичный, миленький, но... А такой вообще 9,95. Ну, под вино. И тара есть. Хочешь на разлив вино, купи тару красивую. К вину есть большое разнообразие сыров, оливок, колбас. А вот готовые нарезки из сыра, из ветчины. Пожалуйста, бери, не хочу. И хамончик. И хамончик, да. Очень классно. Посмотрим, что-то, может быть, купим, а может быть и нет. Пажский сыр здесь есть. 22,10. Хочу посмотреть еще в других магазинах, потому как маленький слишком кусочек. Сейчас сфотографирую этикетку. Пажский сыр здесь очень дорого. Маленькая совсем упаковочка 22 евро. Мы сейчас вино такого нальем с этим и возьмем домой. Сколько, что, почем? Какое, сладкое? Мы возьмем ту пластиковую тару сейчас. Покажите, какое вино вы хотите взять. Сладкое и полусладкое. Это в литровой пластиковой банке будет. Ну, бутылке. А у нас же целая баклажка дома пустая из-под вина. Можно было бы набрать. Надо было 10-литровую взять. Нет, мы же в Испании, Можно когда пустошим 10-литровую туда. ехали, взяли бочоночек. Помнишь, мы взяли? Он у меня дома стоит. Ну вот. Бочки, в которых хранится вино, нам оттуда только что наливали. Наши минералза. Братцы, алкоголики затарились. Набрали всякого винца. И не только винца. Будем надеяться, что вкусное. И дешевле, чем дегустация на 4. Посмотрели по Google картам, значит, отзывы одни положительные, вино вкусное. Ну, цена конечно, напились, вот и приемлемая. положительные, веселенькие все. Не исключено. И второй момент, Ну. за литр 6,50, да, вы взяли? Да. Но рядом здесь есть еще одна винодельня, и там отзывы не такие радужные, как здесь. Там, Здесь наверное, оно вино лучше. разбавленное просто. Ослиной мочой? Не знаю, какой. Может, козлиной. Итак, мы въезжаем на остров Крк. Это один из самых удобных и разнообразных островов в Хорватии для путешествия на машине или автодоме. Это тот остров соединен с материком мостом, поэтому туда паром не нужен. Самый главный город с одноименным названием. В нем есть крепостные стены, узкие улочки, набережная, очень много пляжей галечных, тихие бухты, очень много мест для хайкинга. Также отмечается, что здесь есть каменные лунные пейзажи, оливковые рощи, тропы вдоль моря, смотровые площадки с видом на Адриатику. То есть есть красивые маршруты без толп, особенно если это не август, так как людей больше, да, в августе. Нам это все подходит, мы не зависим от расписания паромов, дороги хорошие здесь, вот едем. И много кемпингов у моря, на один из которых мы сейчас и приедем уже очень скоро. Что рекомендуют здесь попробовать? Это местное белое вино, морепродукты, хорватский пршут и овечий сыр. Я думаю, до них тоже дело дойдет. Но для начала хотелось бы, конечно, попробовать окунуться в водичку, если она теплая. Посмотрим. Въезжаем в кемпинг, но теперь надо разобраться, что да как.
Стоим перед шлагбаумом. Кемпинг довольно большой, прямо на первой линии моря. Надеемся, место будет. Нам навстречу вот едет, наверное, работник, я так думаю. Взял, облился. Приветики, мы на море. Мы на Адриатическом побережье. Мы, правда, еще его не видели, не заходили. Пока делаем сервис. Мальчики купили место на 5 дней. На вид все очень прилично, достойно выглядит. Есть свой магазинчик, есть кафешка. В общем, такая мини-инфраструктура в этом кемпинге есть. Рома, а чё не 250 евро Даже на 5 автомат. дней за машину и 4 взрослых вышло. По Аксикарт. По Аксикар. То есть это скидочка такая. Если этой карты нет, то стоимость выше. То есть кемпинг достаточно дорогой. Позже Витя сделает обзор этого кемпинга, название скажет и оставим точечку, где это находится. А пока сервис. Рома возмущается, что он не Один на отдыхе, а работает. на работе, да. Мы отдыхаем, бла-бла. А он... Да, надо сказать, что здесь очень много домиков для сдачи, но очень тихая. Машин стоит очень много, а спокойный кемпинг, видать. Ну, мы только въехали, будем вам все рассказывать и показывать по мере пребывания здесь. Как он хоть называется-то? Кемпинг называется «Брюки превращаются». Как это Сейчас называется? посмотрю. Там на этом есть, на бумажке. Так. написано. Вот я боюсь даже произносить это название. Приблизь, Витя, пожалуйста, и будет все видно. Шкрила. Как бы шкрила. 3 звезды, но выглядит, по крайней мере, выше по звездочкам. Заезд-выезд тоже по номерам, можно свободно заезжать, выезжать. Вот Выдали такую нам карту такую. дали на въезде. Куркарту дали, Вить, скажи? Нет, мы за нее заплатили. Куртакса. Хорошо. Что мы можем делать, Тут раз больше мы ничего, заплатили? по-моему, нету. Автобус, например, до ближайшего поселка есть? Не Да, знаю. раз в Отсюда? неделю. Раз в неделю. Ну вот через 5 дней мы как раз на него сядем и едем. О, да. Ну вот, Наташа, на, Кемпер были, посмотри. Первое впечатление. А сколько они содрали за эту куркарту? Что там Так, копейки. 7,80, что такое за все дни? Или что-то такое? Ну, получается, у нас на человека выходит 50 евро примерно в день. Как бы Нет, ни на 2 человека. Нет. Нет, 50 250 на 5 дней. На 4 человека. На четверых 250. На 5. Ну 50 за четверых в день. Я об этом и сказала. Ты сказал Да. на человека. Человека ты сказала. А вы спрашивали? Ой, да, я ошиблась. Да, грилить можно. 50 евро за четверых в сутки. Тогда это дешево. Беру свои слова обратно, потому что мы за нормальная двоих цена, платили 37 в Барселоне. Ну так тебе же говорим за четверых. Ты его- А это А я если вдвоем стратила, я все приехали, то на было бы двоих еще дешевле. делю. Я же говорю, Там под 25 по Аксикарте. Где? Ну, плюс за человека евро 90, что ли. В Барселоне? Здесь. 25? А так доплачиваем за каждого человека отдельно по 8 с чем-то там. 8,90 что ли. Но все равно выгоднее получается вчетвером. Ну дешевле, да. чем на двоих. Ну, Витя, ты молодец, что взял и купил эту Акси-карту. Да. Это карта, которая дает возможность кемпингам, которые участвуют в этой программе, давать скидку людям, которые приехали на Только кемпинг. штурмана никто не хвалит, что этот Ой, кемпинг какой ты нашел. молодец! Заехали мы на наше место. Подкаты подставили под левую сторону, чтобы стоять более ровно. Роман Николаевич бегает уже с катушкой. Сейчас подключимся, будем в сети. Надо быстрее разматывать, чтобы меньше газа тратить на холодильник. Что, наверное, хватит или нет? Я думаю, да. Сейчас я воткну. Сейчас. Итог: медленно потек по проводам. Достать стулочки, столики. Угу. Бейте. Так. Как это вскрыть-то?
Это наши резервные стулья. А мы резервные как их, пассажиры. Так, Витя, держи стол. Поехали. Все, я больше ничего не хочу. Наташа, принеси мне, пожалуйста, баночку пива. Жаль, она не слышит, дверь закрыта. Так, это где-то в стороне, наверное, да? Наверное, сюда туда. Давай, пока мы его так поставим. Потом, когда мы скажут, куда ставить, так мы и поставим. Так. Ох. И столик. Собственно, все. Итак, у нас начались небольшие технические работы. Обустраиваемся в новом кемпинге. Мы здесь будем жить 5 дней. Мальчики ставят маркизу. Уже почти поставили. Витя закрепил специальными, Штуками. я не знаю, как они называются, штуками. Мы их приобрели в магазине в Голландии. Очень удобно, уже испробовали для устойчивости маркизы. Наташа внутри что-то делает, готовит. Мы выставили, пока еще не расставили стульчики, лампы для уюта, столы, печку достанем. И у нас будет 2 комнаты. Внутри спальня, машина. И на улице будем готовить. Кстати, здесь можно грилить прямо около машины. Разрешено. Так что это очень было приятное сообщение для нас. Ну, а из нашего окна видно Адриатическое море. Надеюсь, мы попробуем. Ты с той стороны закрыл? Надеюсь, нам удастся в нем покупаться. Вода будет теплая. Или, по крайней мере, комфортная для купания. Мы разложились. Готовимся к ужину. К вечеру разыгрался небольшой ветерок. Это мы сегодня купленная грушовица. Мы на него не обращаем внимания, на ветер, правда? Да. А хлеб вам Красивый грушевый ликер. вы Мы знаете, пробовали что там на щас месте, вот дегустировали, очень остынет. вкусно. остынет. Вот это виски. Ой, какой запах. Оно сделано на самогоне похоже. Потому что есть еще запах. Запах самогона. Чуть-чуть есть. Ну не на спирте, на домашнем спирте, Витя. Да. Давай им пополам разломаем. Оттенок, потому что есть грушей и этим. Извините. Оттенок есть, да? Оттенок есть. Не на спирте, не на водке, Рома, на мы домашнем. будем нюхать Но пахнет или грушей кушать? неплохо. Потому Грушей что обалденно пахнет. вечерний кинотеатр. Мальчики смотрят фильм. Ложимся спать уже. Уже ночь. То ли 12, пока посидели, пока туда сё. И сейчас каждый по своим каютам. Задраили все люки. Вечером поднялся ветер сильный. Но сейчас уже стих. Странно. Спокойной ночи, соучастники. Спокойной ночи. Спокойной ночи всем. Витя снимет, как дверь закрывает.